Друзья, привет! В этом видео я поделюсь своим опытом жизни в польском городе Познани, честно и наглядно. Поговорим про цены на жилье, систему транспорта, самые интересные места, медицину и не только. В конце я назову плюсы и минусы Познани как города для жизни и туризма. Начинаем. Познань – это город стройки, студентов, замков, козлов и рогаликов. Здесь проживает чуть более полумиллиона человек, а сам город находится в центральной части Западной Польши, так что какое-то время ему даже удалось побывать столицей. Но это все общая информация, переходим к сути, то бишь самому интересному – жилье. Мы бронировали жилье на Airbnb, это была не самая лучшая квартира из всех, что мы снимали, но довольно уютная. В приятных цветах, со всем необходимым, 2 комнатами, но ужасным видом. Да, вид у нас был на стоянку, старое бистро и пустырь. Хотя со временем я привыкла к пустырю за окном, а бистро вообще я полюбила, как бы это странно ни звучало. Мы прожили в этой квартире 42 ночи, то есть почти 1,5 месяца, и по цене получилось $1720. Это $1228 в месяц. Да, многовато, но других вариантов на Airbnb не было, несмотря на то, что мы всегда бронируем жилье заблаговременно. Забавный факт. Наш ЖК был расположен недалеко от центра, благодаря чему мы ни разу не воспользовались общественным транспортом. А еще рядом возле дома находился маленький, но уютный парк. Вообще, если постараться, в Познани можно найти квартиру даже за $700 в месяц, но это скорее исключение и, возможно, только если у вас нет огромного списка условий, вам хватит одной комнаты и вам не важно расположение. В среднем же цены варьируются от $1000 до $2000. Напоминаю, что мы говорим про жилье без договора и на короткий срок – 1-2 месяца. Если хотите сэкономить, можно снять отдельную комнату в районе $500 или арендовать квартиру на долгий срок с риэлтором. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Познани – $430, а двухкомнатной – $540. Кстати, это ниже, чем во всех остальных крупных городах Польши. Детальнее квартиру и сам переезд в Познань вы можете посмотреть в отдельном видео. Ссылку на него ищите в описании. И, конечно же, подпишитесь на этот канал, чтобы путешествовать с нами по городам Польши интересно, душевно и с пользой. А мы переходим к атмосфере города. Познань – это про сочетание истории и современности, потому что здесь есть как старая часть, так и новая. Логично, да. Но то, что меня сразу смутило после первой прогулки по городу, это стройка. Огромное количество стройки. Было такое ощущение, что каждая вторая улица перерыта, плюс весь этот строительный шум портил общее впечатление от Познани. Это, конечно, классно, что город расстраивается, обновляется, но для туристов это большой минус. Кстати, в Познани мы жили больше 3 месяцев назад, поэтому, возможно, уже что-то поменялось и стройки стало меньше в городе. Так что, если вы познанец, напишите в комментариях, как у вас там сейчас обстановка. Зеленых зон здесь достаточно, и отдохнуть от шума есть где. Мы успели побывать как минимум в большом парке Цитадель и маленьких парках, таких мини-парках Адама Мицкевича и Кароля Марцинковского. И еще, как по мне, в Познани чувствуется больше спокойствия и расслабленности, чем в Варшаве и Гданьске, в которых мы жили до этого. Вроде как тут проживает 550 тысяч людей, но это не особо мешает, особенно если отойти от популярных улиц. Транспорт. Как я уже сказала, транспорт в Познани мы ни разу не тестили, что я считаю достижением и на самом деле плюсом самого города, хотя, возможно, нам просто повезло с районом. Но все же упустить эту тему не могу. В Познани есть автобусы и трамваи, и вся эта транспортная сеть разделена на 4 зоны. Зона А – это, собственно, весь Познань, а Б, С и Д – ее пригороды. Вы можете брать билеты только на зону А или на все разом. По ценам билет на 15 минут стоит 4 злотых, 45 минут 6 злотых, 90 минут 8 злотых, 1 день на все зоны стоит 20 злотых, а 7 дней на все зоны 80. Купить билеты можно в специальных билетоматах или в приложении. Наш любимчик Як Дояде. И вы спросите логичный вопрос: как же мы добирались во все локации Познани? А я отвечу: на такси. Часто цена такси была дешевле общественного транспорта, за что спасибо вечным скидкам Uber, ну и передвигаться так проще и комфортнее. Интересные места. В Познани их очень много, причем уникальных, и условно их можно разделить все на платные и бесплатные. Начнем с бесплатных. Старый город. Да, он перерыт, и, например, та же рыночная площадь выглядит не очень привлекательно, но тем не менее вы можете по ней прогуляться, по краю, так сказать, подойти к ратуше, дождаться 12 часов дня и посмотреть на тех самых козликов, которые являются символом Познани, ну и в принципе погулять по улицам старой части.
Если у меня спросят, какое место Познани мне запомнилось больше всего, я отвечу Старый Бровар. Это огромный красивый торговый центр, который в прошлом был пивоварней. Сюда я советую пойти всем. Деньги тратить в нем не обязательно, можно просто пройтись по территории, изучить инсталляции и архитектуру. Дальше на очереди площадь Свободы с уникальным фонтаном и печальной историей. Из необычного вы можете прогуляться возле университета Адама Мицкевича, погулять по паркам и найти красивенный мурал возле Тумского острова. Кстати, Тумский остров тоже входит в мой личный топ, потому что там невероятно тихо и безлюдно. В центре острова находится красивый костел, а вокруг расположены уютные домики. Ну а теперь немного о платных локациях. Во-первых, сюда мы отнесем замки, а точнее Королевский замок с очень милой территорией и смотровой площадкой на город, и Императорский замок, наверное, самое эстетичное здание Познани. Одна территория замка заслуживает внимания, но и внутри здания вам не будет скучно. Кстати, именно в этом замке часто проходят различные мастер-классы для маленьких украинцев. Также в Познани есть пальмовый домище, название авторское. Прекрасный природный уголок с кучей растений, животных и рыб. Чуть не забыла, в Познани мы также сходили в боулинг, который находился совсем рядом возле дома. Все места, о которых я сказала, мы посетили. Если хотите виртуально по ним погулять, после этого видео переходите к нашим прогулкам по Познани. А так, список интересных локаций можно перечислять долго. Так что да, Познань насыщенный на интересные места и не сильно отстает от Варшавы и Гданьска. Еда. В Познани мы сняли целый гастротур, где попробовали местные завтраки в самых лучших бюджетных заведениях. Так что скажу кратко. Ресторанов и кафе тут предостаточно, еда вкусная и цены такие же, как и в других городах Польши. В среднем счет на двоих у нас получался 70-100 злотых. А то, что вам точно стоит попробовать в Познани, это, конечно же, знаменитый рогалик Святого Мартина. Сумасшедшая вкусная сладость с маком, глазурью и орехами. Стоит около 15 злотых и можно купить на вынос в таких вот точках. И еще загляните в Манекин, там готовят очень вкусные соленые и сладкие блинчики. В плане больших магазинов вы можете скупляться в Лидле, Карифоре, Кауфленде и Бедронке. К слову, Лидл и Бедронка – наши фавориты в последнее время. Медицина. Думаю, важно затронуть эту тему хотя бы немного, чтобы показать базовую картину того, как здесь все устроено. Как и везде, в Польше есть государственная и частная медицина. Имея страховку, вы можете бесплатно обследоваться и лечиться, но ждать своего визита к врачу придется долго, от месяца до года, а может и больше, в зависимости от специалиста. Частная же медицина открывает вам все двери сильно меньшими очередями, но и цены мало кого тут порадуют. Всех необходимых врачей можно найти на сервисе «Знанный лекар». Это супер удобный врачебный поисковик в Польше. И, кстати, если по нему посмотреть, сколько врачей работает в Познани, то можно увидеть, что их бесчисленное множество, и многие из них говорят на украинском, русском или английском, что упрощает жизнь всем мигрантам. Так вот, именно в Познани начался мой медицинский тур по Польше и активно продолжился уже в следующем городе, но все же в Познани я успела обойти одного врача, терапевта. Как оказалось, в Познани есть небольшая клиника с украино- и русскоязычными специалистами, и по страховке НСЗ можно лечиться бесплатно. То есть, если у вас есть ПСЛ, то и страховка, соответственно, тоже. Так что к терапевту я записалась легко и чуть ли не на следующий день, а сам визит был бесплатным. В итоге врач прописал мне рецепт и направил к профильному специалисту. Вообще, про медицину в Польше я могу говорить долго, со смехом и болью, потому что страшно уже представить, сколько мы уже потратили денег за последние месяцы, обойдя всех врачей мира. Стоматология – это вообще Марианская впадина для ваших денег. Но если эта тема вам интересна и вы хотели бы узнать реальный опыт, цены и все нюансы медицины Польши, то напишите плюс в комментариях. Я посмотрю, насколько вам это нужно и нужно ли в принципе, и сниму отдельное видео. И о ура, мы подошли с вами к плюсам и минусам Познани. Начну, конечно же, с плюсов. Познань – это большой город с хорошей инфраструктурой. Здесь есть куда пойти, что поесть и как провести свободное время. Жилье в Познани дешевле, чем в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Немаловажный плюс – это наличие достаточно большого количества русскоговорящих врачей. И тут не так шумно, как в других больших городах, да и туристы сюда не особо рвутся.
Из минусов могу назвать разве что наличие стройки во всем городе, много непонятных пустырей, которые мы видели не только возле нашего дома. Ну и лично мне атмосфера самого города не очень понравилась, ну, по сравнению с другими городами, где мы были и где мы, кстати, дальше будем. Спойлер. Но это субъективно, и, вероятно, дело было не в городе, а в моем внутреннем состоянии в тот период. Так что, как город для туризма, Познань — это хороший вариант, да и для жизни тоже. Я думаю и надеюсь, что по видеовставкам и другим выпускам мне удалось показать вам общую картину Познани, и вы для себя поняли, какая тут атмосфера, и подходит она вам или нет. А как Познань вам? Обязательно пишите в комментариях, какие плюсы и минусы Познани лично вы в нем видите, и по традиции ставьте лайк, если этот выпуск был для вас полезным и интересным. А мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем просто обалденном городе, который полюбила всей душой. И да, я обожаю этот момент интриги, когда вы еще не знаете, какой этот следующий город. Надеюсь, вы тоже любите этот переход от одной главы к второй, к следующей, от одного польского города к следующему. Короче, концовка, как всегда, съехала, так что просто пока.